самая крупная в мире коллекция козлов, 6 тысяч козлов в 40 стран мира. Музей состоит из зала, и кинотеатра зала, где вы находитесь козел, как и было мировой цивилизации. Любой человек живет в Петербурге, в Москве, в Твери, в каком-нибудь Париже. Он везде живет, работает среди козлов. Потому что козел это не только животные, это все целый мир интересных предметов. Они все вокруг нас, в нашей жизни присутствуют, но мы не всегда знаем, что они козлы. Козлы висят над нами, это оказывается футбольный клуб Кельн в Германии, подарили флаг и футболку. Козел это спортивный снаряд, и многие из вас выглядят, я думаю, что все с ним лично знакомы. Дивная семейная игра забить козла домино не кидали. Не видел никто и никогда в жизни. Педагогический шедевр для родителей, на все времена детей оставлять нельзя, к ним подсаживаться, чему-нибудь. Или приходит машина, гад 69, приспособление для раскрутки. Марка самого дорогого коньяка во Франции, в Российской империи, коньяк Сараджи, это все реальные козлы. И козья ножка это не только ножка козла, папиросы, косты, казахская камча, плетка для воспитания непослушных детей в Казахстане. Столовые приборы, циркуль, тройник, стамеска, гвоздодеры, даже стоматологический инструмент для удаления 8-го зуба нижней челюсти. То есть козлы, они чуть больше гораздо, чем мы думаем. Козел это лучшее выражение характера мужчины. Потому что женщина мужчину называют котиком, зайчиком, песиком, слоном. Не сказала ему, что он рыбка ел. Непонятно, что она имеет в виду. А когда женщина говорит, что мужчина, что он козел, то вся гамма чувств, от глубокой любви до некоторого беспокойства в этом стоит. И тут не нужно думать, что вы кого-то обидели, а он обижаться. Нам обижаться. Потому что женщина интуитивно знает, что говорит. Дело в том, что в русской народной культуре, о которой мы имеем очень смутное представление, козлом называли не того, кто нас подрезал на машине. Козел как раз наоборот. Это Франц, щеголь, озорник, брутальный мужчина. Яркий, умный, хитрый персонаж русского фольклора, и никакого оскорбительного, тем более криминального значения это слово не имело никогда. Вот эти вот жаргоны, родные коннотации, связанные с козлом, это все появилось только в конце 50-х годов 20 века. В русской старой России, русской традиции козел это орел. И вот он свидетельствует, этой фотографии больше 100 лет. Девушка провожает жениха на войну. Это Первая мировая война. И просит, чтобы он ей написал несколько лет прошло пропали. Что он ей пишет? Люби и помни своего козла. 23 августа 1916 года. Чтобы оказаться снова в прошлом. Когда я приезжаю в Тверь, душа моя восторгом полнится. И все, от дружбы до потерь, живет во мне, болит и помнится. Отговори